Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать очень просто и легко вот такую себе шаль макраме или макраме-платок. Называть это можно как угодно. Я использовала крученую веревку, можно попробовать сделать из чего-то другого. И у меня тренч мой немного короткий, поэтому я не доделывала до конца как бы вот треугольник полностью низ. Я доделала до того момента, как мне нравилось. У меня она 63 сантиметра, как вы видите, да? Для вас же я рекомендую просто будет отрезать нужно побольше длину каждого шнура, который мы будем крепить, и тогда вы сможете сделать ее длинней, и она у вас будет прям как шаль или платок. Вот, ну а если кому-то тоже подходит такой вариант с коротким тренчем или нравится просто, то можете отрезать столько, сколько и у меня. Для тех же, кому больше, я все это распишу под видео. Для начала нам нужно будет с вами отрезать один отрезок, на который мы будем крепить все остальные нити. И его длина, она у нас будет как бы фиксированной, мы из него не будем ничего плести, поэтому вы можете померить по своему тренчу, либо отрезать, как и я, 2,5 метра. Далее я буду брать отрезки также по 2,5 метра и крепить их вот таким лицевым креплением. Я буду их равномерно пока что крепить, чтобы у меня не сползала нить, на которую я креплю. Вот всего у меня будет таких 17 отрезков. Это тоже как бы у меня 17, у вас может быть их больше, смотря там, какие вы имеете пропорции и все такое, как вам больше нравится. Вот. Я креплю эти отрезки, а далее мы с вами начнем делать узлы, самые обычные, самые простые. Я думаю, что вы заметили это в начале видео, что узлы у нас даже не квадратные, хотя можно ими тоже попробовать поплести. Но вот пока что надеваем отрезки, как на видео или как вам больше будет удобней. Также я вот надела тренч на вешалку и прям на нем это все делаю, потому что так максимально удобно получается. Я, конечно же, купила манекен, точнее не купила, а за шоколадку в крафт-шеринге обменяла. Очень хорошая штука в Петербурге. Если вы тут живете, то можно много всяких творческих штучек себе за шоколадку поднабрать. Вот мне так повезло с манекеном. Но я понимаю, что манекен может быть не у всех, а вещи, которые мы носим, у нас есть. Поэтому повесить тренч, либо куртку, на которой вы хотите это делать, будет максимально просто и удобно. Ну вот, все отрезки мы с вами надели, пересчитываем, у меня их 17, у вас может быть больше или меньше. Делаю узелок здесь по центру, чтобы никуда не скатывалось. И сейчас берем с вами
одну нить от одного отрезка и одну нить от второго. И будем делать соединение максимально простым узлом, который, я думаю, вы все умеете делать, но который выглядит очень фактурно и придаст нашему платку или шали просто превосходный вид. Вот, как в одном известном магазине российских дизайнеров. Если вы подписаны на мой инстаграм, то, наверное, видели, я выкладывала в историю. Они создали такую шаль, и я решила ее повторить для себя, ну и для вас. Надеюсь, что нам всем она очень понравится, и мы, правда, будем так ходить. Потому что я думаю, чуть потеплеет, и вот с этим тренчем это вообще прям класс. Напишите, кстати, как вам в комментариях, носили ли бы вы такое, и вообще нравится вам такой стиль, то, что макраме у нас в нашу жизнь уже вплетается полностью, уже везде и сумки, и вот шаль даже, и все остальное. Мне прям, конечно, от этого очень здорово, как будто бы я попала в какую-то свою волну. Надеюсь, что вы тоже. Видите, у нас этот узел плетется довольно-таки просто. Мы должны проходить по линиям. Я рекомендую так проходить. Ну, то есть сейчас мы уходить будем к вороту ближе. И далее мы, получается, по бокам будет у нас немножко смещаться вниз, создаваться треугольник, ну, как обычный платок. И будьте аккуратны, делайте как бы на расстоянии одинаковым, либо на глаз, либо отмеряйте как-то по линейке, ну, чтобы они вам нравились, чтобы они особо не были где-то большими, маленькими. Вот, я думаю, это все мои напутственные слова, потому что на самом деле такую шаль можно прям сделать очень быстро и очень круто. Можно чем-то заменить нить-основу, я так думаю. Но все же даже из крученой веревки, она у меня 3 миллиметра, получилось прям очень здорово.
Вот я уже доделываю свою шаль, у меня получилось 10 рядов. Также, если вы хотите сделать длиннее намного, то я рекомендую отрезать отрезки по 4 метра даже, не по 2,5, как мы с вами, а вот 4 у вас будет тогда очень длинный. Но и эту всю информацию я оставлю также под видео. Ну, смотрите, я сейчас, получается, сделаю еще узелки вот здесь вот на передних нитях. Я просто их вместе совмещу тоже обычным узелком. Так, мне показалось, что выглядит довольно-таки симпатично. Я думаю, что вам тоже это понравится. И можно считать, что наша шаль готова. Спасибо за внимание.